Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Таро-прогноз, гороскоп на неделю с 9 по 15 октября. Давайте узнаем, что на эту неделю для вашего знака зодиака скажут карты. Будем реалистами. Любой прогноз – это общий прогноз, тенденции, какие-то энергии. И у нас, кстати, колода карт 78 дверей – это метафорические карты. И они показывают образы. И я так надеюсь, что если вы свою какую-то ситуацию переложите на образ карт, то какие-то подсказки вашей собственной души, вашего шестого чувства вы определенно получите. Ну или мы проведем с вами приятное время, а вы как-то альтернативные варианты развития событий сможете просчитать. Я уже подготовила эту колоду. И мы достанем первую карту и зададим первый вопрос. Вот на неделе, что будет наиболее активно проигрываться или что важно знать, мы говорим. Может быть, какая-то сфера жизни, которая будет для вас наиболее актуальна. Или формировать будет все остальное. Чего не избежать или неожиданности. Чему сейчас не время, по мнению карты, или что нам может помешать. А что будет за нас, что будет помогать. Мы достанем карту. Что от меня скрыто? Может быть, мы чего-то не замечаем. Может быть, и от нас скрывают. Узнаем. И по основным сферам жизни, дела, работа, бизнес, энергетику посмотрим. Энергия денег. Давайте достанем карту. Узнаем. Что в личной жизни нам подсказывают карты. Вот хочу вот эту достать. И карту совет достанем. Подведем итог. Как карты видят эту неделю для вас. Итак, что важно знать, по мнению карт? Ух ты. Ну, сразу можно сказать, ресурсная неделя, карта императора. Знаете, боевой запал определенно будет, потому что вообще эта карта соответствует где-то знаку зодиака Овен. Это напор, это где-то агрессия, это всегда реванш. Но в целом-то, с одной стороны, император управляет процессом. И это еще мера ответственности. Значит, он отвечает за свои действия или принятые решения, или не принятые решения, кстати. Вы можете находиться в такой ситуации. Вы можете, кстати, обратиться к чиновникам высокого ранга или к людям, представителям власти, может быть, решать какие-то вопросы. Ну и вы сами где-то в этих же энергиях. По императору нужно быть готовым к тому, что мы сохраняем какое-то наше главное намерение. Ну, считайте это как цель жизни, может быть, или намерение что-то конкретно осуществить, как будто я начинаю, и я должен это закончить. И именно вот с данным или с задуманным каким-то эквивалентом. Но по этой карте император, тем не менее, он реалист. Если что-то меняется, а он понимает, что обстоятельства, они постоянно меняются, никогда нет какой-то статики. Даже если у нас на время останавливаются какие-то дела, и мы вынуждены что-то обождать, все равно какие-то процессы вокруг нас продолжают происходить. И вполне вероятно, по нашему вопросу они где-то там. Может быть, у чиновников-то тоже происходит или меняются законы. Поэтому нужно быть готовым к каким-то переменам или изменившимся событиям и подкорректировать свои планы, возможно, где-то придется, чтобы чего-то очень важного добиться или не упустить. Но энергетика на эту неделю очень многое буквально в вашей власти, потому что это карта власти. Неожиданности. Приятны только неожиданности, сами по себе приятности, какие-то события добрые, может быть, варианты. Если у вас в планы ваши входит смена жилища или какой-то переезд, или дома вы что-то улучшаете, делаете жилье более комфортным, а также получение денег, получение прибыли. Это карта благополучия в целом. Это карта дома одновременно, это карта семьи, может быть, каких-то вопросов, связанных с вашими родственниками. Иногда это бывают надежные друзья и какие-то проекты, такие надежные, которые едва ли не ближе, чем родственники, и так тоже бывает. Но все со знаком плюс, десятка пентаклей. Это действительно в полном объеме какое-то благополучие, какой-то вы вопрос сумеете решить. Либо по работе, либо по деньгам, ну или либо по личной жизни, или, может быть, вопросы, связанные с вашими детьми, родственниками. Чему сейчас не время? Не время где-то, знаете, думать, что я сейчас полностью управляю ситуацией. Вот, наверное,
то, что я сказала по императору, то, что обстоятельства могут всегда меняться. Не время где-то, как свои мысли мы выдаем за какую-то данность или как за какой-то шаблон, или за то, что вот должно быть именно так, а как-то вот не иначе, вот этому не время. Где-то отчасти не время быть на 100% уверенным в себе. Наверное, допускать всегда альтернативный вариант развития событий как раз, чтобы чего-то не пропустить или с чем-то не просчитаться. Вот такие какие-то моменты тонкие очень, когда, может быть, где-то придется промолчать, где-то лавировать, но где-то так полшага назад отступить, в зависимости по ситуации. Здесь по этой карте есть еще и такой момент. Не время, как будто к нам люди могут обращаться. Вот есть такое значение для того, чтобы, первое, узнать что-нибудь от нас, нас же самих очень любопытно и интересно. И тогда мы храним молчание. Или как лучше поступить в той или иной ситуации, за советом могут к вам тоже обращаться. И мы ведь с первого момента не видим, зачем человек это спрашивает. А у человека какая-то своя программа может быть в голове. Так вот, если в позиции «чему не время», как о себе много рассказывать, как о своих далеко идущих планах, так и вообще какую-то себе, ну, как будто афишировать траекторию движения, заявлять, что вот я буду действовать так, или вот я вот так вот действовать не буду. Здесь нам будет помогать, если мы умеем хранить секреты как свои, так и чужие. А вот как будто обратное будет мешать. Так что же помогать нам будет? Вы знаете, приятные эмоции. С одной стороны, королева кубков – это ожидание. Вот в этой карте, да. Или где-то наша мечта – это вдохновение именно в этой колоде. Когда мы что-то хотим осуществить. Вот правда, если что мы хотим осуществить, и мы никому не рассказываем, ну, может быть, за исключением очень ближайшего круга, кому вы доверяете, то это тогда для нас, знаете, как мечта окрыляет в значении. Но, с другой стороны, может быть, и мы сказали, что обстоятельства всегда меняются. И, может быть, сложится такая обстановка, когда нам нужно что-то подождать, что-то мы не сможем ускорить. И тогда нужно набраться терпения, где-то себя не подгонять, не штурмовать какой-то вопрос. Вот то, что я говорила по императору, он понимает, что все время что-то меняется, поэтому где-то какая-то коррекция плана, она нам будет в плюс. Или, как я уже говорила, отступить полшага назад, что-то пронаблюдать, как будто подождать, может быть и так. И еще один момент. Интуиция, она вам будет тоже помогать. Что скрыто? Любовь. Ну, если только кто-то в вас влюблен, или вы, мои дорогие, влюблены, то тогда, ну, я бы сказала, если в вашу сторону будут проявлены какие-то чувства, ну, следует ответить взаимностью или, по крайней мере, ну, не рассматривать эти отношения с позиции, что и завтра ко мне подойдут. Нет, завтра могут не подойти. Оценить, может быть, ну, как человек тоже набрался смелости перед тем, как подойти. Может быть, и вы сами кому-то будете делать подарок. Может быть, и вам будет какой-то подарок. Но двойка кубков – это карта любви. Какие-то добросердечные отношения или доброе отношение к вам может быть скрыто. Может быть, это по вашему месту работы, службы. Есть человек, который вам очень симпатизирует. Но, правда, он только о вас мечтает, но боится о себе заявить. А может быть, это и вы. И тогда карта нам говорит через какой-то знак внимания продумать. Надо тогда не выжидать, а действовать как-то. Но каким образом, это уже вам решать. Но есть скрытая как будто история какая-то личная, которой есть смысл уделить внимание. Это точно. Ну и двойка кубков – это возможность со всеми договориться. Если мы отойдем от личной жизни и просто рассматриваем карту. Дуальность. Дуальность через взаимопонимание какое-то. Вот тут нам будет это помогать. Дела, работа, бизнес. Давайте посмотрим вообще. Это карта возможностей.
И в этой колоде карт двери у нас играют принципиальное значение. Либо они закрыты, либо они открыты, либо нам нужно подбирать ключ. Так вот, в предыдущих позициях, как таковых, дверей-то, в общем-то, и нет, да, даже в десятке, посмотрите, тут у нас и окно, и двери, как будто дом надежный вообще на дереве, а дерево – это один из символов надежности, корни, да, где мы что-то делаем надежно на века, и император у нас прямо в открытых вратах сидит, да и по любви как будто тоже нет препятствий. Так вот, по тузу жезлов – это те возможности, когда достаточно словно взмаха руки. Нам показан волшебник, который взмахнул руками, и сейчас эта дверь откроется. Он просто как будто знает тайный код или тайную, может быть, фразу, которую он скажет, и нет тех дверей, которые будут для него закрыты. И если мы говорим о Марсе в весах, как раз дипломатия на этот период, правда, доброе слово, какой-то компромисс, умение договариваться, перед вами откроют любые двери, мои дорогие, откроют все возможности. Договариваться это не значит, что мы обязательно приняли точку зрения данного человека. Это значит, что мы понимаем, что даже если у нас она отличная от того, что думает наш оппонент, мы просто находим способы взаимодействия. Вот тут здесь способы взаимодействия, и это туз жезлов, это возможности сами по себе решить любой вопрос. Что же по финансам, давайте узнаем. Нам еще раз про подарок и рыцарь Пентаклей. Правда, тут есть человек, который в вашу сторону, может быть, имеет какие-то планы в хорошем смысле. Мы можем получить, кстати, подарок. По этой карте, если мы на финансы, нам кто-то может прийти на помощь. Мы можем начать какое-то дело, которое будет на долгие годы надежным делом и источником заработка. Это может быть, я в других колодах называю марафонский забег. Какое-то наше личное, может быть, дело, творчество, хобби, которое мы развиваем, или ремесло, или какое-то новое, может быть, начинание, как новая сфера деятельности, да что угодно. И это тоже нам будет служить долгие годы, как будто мы в правильном направлении движемся. И мы это разовьем, ну и финансы потом тоже, как с геометрической прогрессией, будут увеличиваться. Что-то мы делаем очень правильно. Хотя для кого-то это будет означать буквально, может быть, помощь близкого человека. Или когда кто-то хочет вам выразить как и знак внимания или сделать какое-то предложение. По сути, это какая-то может быть возможность. И вот в сочетании этих двух карт мы определенно чего-то не должны либо упустить, либо не суметь договориться или услышать человека. Не отказываться от какого-то варианта, если он для нас на первый взгляд кажется, ну, как-то так непонятным. Рассмотреть его тоже. Тут что-то может быть из той области, чего мы даже не предполагали. Вот император, он рассматривает все. Он знает, что моя позиция, она должна укрепляться. И даже если вокруг там тысячи неопределенностей, значит, как-то я их под себя должен подстроить или провзаимодействовать с людьми, с теми возможностями, которые приходят. Вот что есть, с тем и работаем. Как будто так. И увеличиваем. У вас как раз об этом карты. Личная жизнь. Могут быть сны. Вот нам буквально тут сон. Знаете, вдохновение определенно нам помогает. Строить планы на будущее тоже хорошо. Как будто вдохновиться чем-то, знаете, как может быть мечта, и вы увидите на этой неделе, а ведь правда мечты сбываются, и что-то движется именно к исполнению моей мечты, либо решится как-то мой вопрос. Но надо быть, безусловно, все равно реалистом, и нам по этой карте говорят лишь, если вы имеете как таковую мечту или цель, ее нужно как-то соотнести с реальностью, чтобы когда мы проснулись, это не осталось только сном, а у кого-то проиграется с учетом королевы кубков. Вещи сон, мои дорогие. Или подсказки интуиции будут очень правильны. Вот если мы про интуицию на семерку кубков, такое может быть. Прислушайтесь к подсказкам шестого чувства. Для кого-то из вас, знаете, это вдохновение просто необходимо для того, чтобы увидеть какие-то альтернативные варианты развития ваших возможностей, способностей, или как применить мою экспертность, профессионализм, или просто как решить тот или иной вопрос, какие двери войти, с кем лучше проконтактировать, чтобы быть правильно понятому, и как мое дело как будто продвигалось вперед, так тоже. Но как-то это все соотносить с рационализмом. Как будто если будет один рационализм, такой, знаете, холодный, скупой,
Этого мало, этого недостаточно. Если будет только материализм, этого тоже не будет достаточно. Почему? Прогресса не будет, возможностей не будет. А здесь вот именно добавить себе, как я уже повторяюсь, вдохновение, правильного какого-то взаимодействия, может быть, продумать, если мы говорим окружение свое, да, кто ко мне искренне относится. Для вас будут важны именно люди, мои дорогие козероги, которые вас поддерживают, знаете, как душевных сил вам придают, когда вы можете чувствовать, что да, я все делаю правильно, где-то вас одобряют, вот ваши близкие, вот какой-то такой круг, который вы поговорили с человеком, а у вас как крылья за спиной выросли, вот для вас это все будет тоже важно, тем не менее, не одним каким-то скупым материализмом, а есть еще какая-то духовность, любовь, чувство, вот это тоже должно присутствовать, но так, чтобы не замечтаться. Да, вот не замечтаться, правда. И по восьмерке Пентаклей, посмотрите, какая интересная карта. Если мы говорили уже про двери, да, открыты ли они, закрыты. Вот здесь закрытые двери, но они со стеклом. И можно наблюдать, что же там происходит за дверями. А там происходит тату. И молодой человек, как ни странно, странную татуировку делает себе на спину в виде козла. И казалось бы, почему он на такой вызов общества решился? Мы как будто в этой карте можем находиться с любой позиции одного из трех персонажей. Второй персонаж – это у нас мастер, который продолжает свое дело. Что бы ни сказал клиент, какая бы ему там сумасшедшая мысль в голову не пришла, хочешь вот такого козла или архара тут, пожалуйста, я тебе его сейчас сотворю на твоей спине. И третий персонаж – это неформалка девушка, которая наблюдает, что же это такое, что она думает, мы не знаем. Либо она думает, что не совсем умное решение со стороны молодого человека, либо она пришла, в принципе, вместе с ним. Нам как будто это неизвестно. Так вот, к чему склоняется эта карта? Восьмерка Пентаклей. Это карта профессионала, который в других колодах, мы бы говорили, кует свои пентакли, чаще всего так и показано. А здесь он просто продолжает делать какое-то свое дело. Даже если тысячу каких-то мнений, тысячу каких-то непонятных желаний или ну какая-то обстановка, которая может выглядеть по-дурацки, прямо скажем, а мы как будто должны продолжать то, что для нас имеет значение. И за нами могут даже наблюдать, но от этого не должна страдать наша работа или наш профессионализм. Где-то мы на своей волне должны быть. И заниматься только тем, если мы говорим Пентакли, это где-то благополучие. Мы должны увеличивать свое собственное благополучие, свой собственный профессионализм и строить планы на будущее, причем в каком-то таком контексте более конкретном, но не забывать про любовь, про отношения, про чувства. Перекладывайте на себя, мои дорогие козероги, и будьте счастливы и обязательно любимы всегда.